Всем привет, меня зовут Унафата, и сегодня я сделаю обзор на очаровательную флору из коллекции «Зимняя магия». Данная серия кукол совсем новая. В нее вошло всего лишь 4 феи – Блум, Стелла, Флора и Лейла. Коробка достаточно объемная, с небольшими изгибами на боковых гранях. Блистер имеет на себе объемное изображение крыльев Флоры, которые являются своеобразным символом фактически всех новых коллекций кукол Wings от Witty Toys. На нижнем вкладыше изображена Флора в ее новом превращении Butterflix в стиле кутюр CGI. Вот такое необычное сочетание новейших тенденций в мире Wings. Также здесь присутствует название коллекции на английском языке и информация о том, что данная коллекция приурочена к 7-му сезону мультсериала. Объемный логотип Wings по традиции расположен в левом верхнем углу. На задней части коробки нашему вниманию представлены все феи из этой коллекции, а также арт Bloom Butterflix в полный рост, все в том же стиле Couture CGI. Здесь же расположена информация о том, что в крыльях, прилагающихся к кукле, содержится имитация снега, о которой мы поговорим чуть позже. Производитель Witty Toys, импортер Gulliver. Задний фон, к которому прикреплена Флора, представляет собой ледяное королевство. Лично мне этот вид напоминает мир Айси в образе снежной королевы вселенной Легендариума, с которой сражалась фея цветов в 17 и 18 сериях 6-го сезона. Перестань, ты теперь в моем королевстве, милая, и каждый уголок этого королевства подчиняется мне! В комплект к кукле прилагается розовая блестящая расческа с зимними узорами и изумрудные крылья. Также здесь продублированная информация с задней части коробки о снежном наполнении главного фейского атрибута. Стоит отметить, что волосы куклы бережно запакованы в отдельный блистер, чтобы на пути к законной обладательнице они не растрепались и не потеряли свой первоначальный вид. Как я уже сказала ранее, коллекция кукол «Зимняя магия» приурочена к 7-му сезону мультсериала Wings. Получив новое задание, Wings начали путешествовать не только во времени, но и по различным, уже знакомым опытным зрителям планетам. В новом сезоне девушки обзаводятся новыми волшебными питомцами, которые порой бывают слишком игривыми. Амарок, питомец Флоры, заигрался в комнате, где хранились особенные волшебные глобусы, которые помогали девушкам получить информацию о том, что магические животные в опасности. Данные волшебные артефакты могут работать только вместе. И для того, чтобы починить сломанный глобус, Wings отправились к экспертам в техномагии на планету Зенит, к родителям Текны. А следующим кадром мы видим фей уже в новых нарядах. Сам момент переодевания не был показан. Но мы с вами знаем, что новые дизайны – дело рук Стеллы, самого волшебного эксперта моды. Как я уже говорила ранее, в данной коллекции было представлено всего лишь 4 феи, хотя в мультсериале все 6 фей появились в новых нарядах. Очень жаль, что Текну и Музу производитель обошел стороной. Лично мне их аутфиты кажутся очень привлекательными. Конечно же, в образе Флоры есть массу недочетов и упущенных деталей. И первое, что бросается в глаза, это, конечно же, цвет пальто. В отличие от того, что был представлен в 12-й серии 7-го сезона, верхняя одежда Флоры окрашена в яркий оранжевый цвет. В то же время в мультсериале верх костюма каждой феи имеет нежный, приятный оттенок желтого. Стоит отметить, что первая версия кукол из этой коллекции имеет вполне каноничный вид. Но признаюсь, что такая, более цветная версия пальто мне больше по душе. На кукле нет аксессуаров. Отсутствует розовый ободок с цветком, шарф и серьги. Также немного отличается оттенок платья, а цвет обуви куклы полностью противоположен цвету обуви мультяшной Флоры. Также упрощен пояс. Вместо золотистого колоска на платье пришита атласная лента. Но нам не стоит забывать, что данная кукла в первую очередь создана для игр, а не для коллекции. Отсюда и упрощение многих деталей. И несмотря на все это, сложно не согласиться, что образ куклы в общем выглядит очень выигрышно. Пальто выполнено из мягкого, приятного на ощупь материала. Пальто можно легко снять с куклы. Платье выполнено из легкой темно-зеленой ткани. Юбка уложена складочками с небольшим наклоном вправо. Леггинсы выполнены из очень приятного блестящего материала нежно-розового цвета. Они немного тянутся и отлично облегают ножки куклы. Я думаю, одной из ключевых деталей аутфита Флоры является обувь.
Как вы можете видеть, она очень рельефная и объемная. Особенно привлекает внимание, конечно же, милые бантики, расположенные с двух сторон каждого сапога. Обувь имеет каблук и платформу. Сзади имеется разрез для упрощения снятия деталей с куклы. Сами сапоги выполнены из мягкой резины. Мне кажется, в этой коллекции печать лиц кукол Wings немного отличается от предыдущих. Стоит лишь взглянуть на губы Флоры. Молд и сам цвет немного не совпадают. Создается впечатление, будто сами губы пухлее, а Флора решила нанести макияж не на всю их поверхность. Хотя ничего негативного сказать не могу. Эта небольшая деталь мне нравится. Фея природы зеленоглазка с очень выразительным взглядом, которые подчеркивают розовые тени на веках. Глаза подведены сверху и снизу черным цветом. Сверху имеется имитация ресниц и небольшой хвостик стрелочки у внешних уголков глаз. Цвет кожи Флоры светлый, совсем немного смугловатый. Щечки феи имеют легкий румянец, и это не удивительно, она ведь только с мороза. Мне кажется, прическа этой куклы просто идеальна. Вы только посмотрите, какой огромный объем. И при этом на них минимальное количество укладочных средств. Волосы разделены на прямой пробор. Две передние пряди немного отделены от основного объема, повторяя прическу героини. Лично мне кажется, что было бы лучше немного подрезать их, но это уже на усмотрение хозяйки куклы. Волосы Флоры светло-русого цвета, с небольшим количеством более светлых прядей. Они очень длинные, пышные, мягкие на ощупь и приятные на вид. Надеюсь, такими останутся. Смотрим на прошивку, ужасаемся и больше никогда на это не смотрим. Как и всегда, руки куколки подвижны в плечах и сгибаются в локтях благодаря внутренней проволоке. А вот в коленях имеются шарниры. Голова двигается влево и вправо. Теперь рассмотрим аксессуары, прилагающиеся к этой кукле. Расческа выполнена в розовом оттенке с блестками, которые, кстати говоря, не осыпаются. По-видимому, они вмешаны в материал, из которого сделан аксессуар. На тыльной стороне мы видим очень красивый узор с зимними мотивами. Посередине расположена снежинка в форме звезды, а по ее периметру выросли снежные хвостики, будто иней. Края имеют более острые и более плавные изгибы. Все это очень сильно напоминает мне снежинки, которые детишки, и не только детишки, любят вырезать перед Новым годом как праздничное украшение. Примечательно, что расчески такой же формы прилагаются к куклам из коллекции Trix Power. И, наконец, мы рассмотрим крылья Флоры. Они имеют очень приятный изумрудный оттенок. Сами крылья полупрозрачны, а внутри них находится пластмассовая стружка, имитирующая снег. На поверхности крыльев имеются витиеватые тиснения, которые чем-то напоминают мне русские зимние мотивы техники Гжель. Примечательно, что тиснения имеются с обеих сторон. Как было указано на коробке, нужно встряхнуть крылья для того, чтобы пошел снег. Конечно, подобный эффект появляется, но, к сожалению, это не совсем то, чего ожидали фанаты после появления промо-фото в сети. Но нельзя не согласиться, что во время игры с куклой такая фишка будет очень кстати. Но мне, как коллекционеру, это не очень нравится, потому я предпочла бы избавиться от снежной стружки. И если попытка сделать это окажется удачной, я обязательно сообщу об этом в моем инстаграме. С тыльной стороны в середине также имеется тиснение в форме буквы X из логотипа Wings. С другой стороны имеется такой же элемент, но более объемный. Он предназначен для того, чтобы прикрепить крылья к кукле. Специальная выемка для крыльев есть у всех кукол Wings от Witty Toys с новым типом лица. На спинке костюма Флоры присутствует специальный вырез, благодаря которому мы можем надеть крылья. Вот таким образом кукла выглядит вместе с ее зимним аксессуаром. Флора из коллекции «Зимняя магия» является одной из самых удачных новинок Witty Toys конца 2015 года. Сочетание ярких и пастельных оттенков и чудесные, будто хрустальные крылья создают неповторимый зимний образ феи, который наверняка придется по душе поклоннице мультсериала. Мне кажется, эту куклу определенно надо записать в must-have этой зимы каждого фаната Wings и, возможно, попросить эту красавицу у Деда Мороза. Волшебство вокруг нас. Важно лишь научиться замечать его в мелочах. До скорого!